Всем привет! Эрик заболел, поэтому сегодня о последних новостях из мира киберспорта расскажу вам я, Ольга Сергеевна. Ну а начиная со следующего выпуска, передача окончательно переедет на отдельный канал, посвященный командным боям и соревнованиям. Обязательно подпишитесь! Смотрите в этом выпуске. Лига Wargaming. Новый сезон, новые правила. Приключения Сталкера. Команда найдена, слот потерян. Мир в огне. Киберспортсмены отправились на глобальную карту. А также мастер-класс по Т-32 от Левши. 19 мая возобновились игры Лиги Wargaming. В новом сезоне вступил в силу и новый регламент. По итогам онлайн-части в Gold Series, а именно так теперь называется высший дивизион, вместо 16 команд останется 12. Кроме того, в финал сезона выйдут не 8 коллективов, а 4. Изменения коснулись и самих поединков. Во-первых, матчи теперь состоят из 5 боев, каждый из которых играется на новой карте. Во-вторых, время каждого боя сокращено с 10 минут до 7. Узнать больше вы можете на обновленном сайте Лиги. Кроме регламента турнира, расписания матчей и записей боев, вас ждет подробная статистика всех команд русской лиги, в том числе Silver и Bronze Series. Кстати, в честь старта нового сезона мы выпустили новый трейлер. Если еще не видели, обязательно посмотрите. В этом межсезонье во многих командах Gold Series произошли серьезные изменения. Сохранить составы в прежнем виде смогли только Na'Vi и Mind. Минимальные изменения в основах у Unity и TT Nashorn. Последние, к слову, закончили сотрудничество с ESC и вернули прежнее название. Ребята заключили соглашение с производителем компьютерной периферии Thermaltake. Отсюда и приставка TT. Пока одни стабильно занимают высокие позиции, другие стабильно меняют игроков. А кое-кто еще и название. В общем, перестановки в командах значительные, и многих теперь и не узнать. Разобраться, кто есть кто, вам поможет графика на экране. Команда Not в матче с Cascade смогла поразить не только зрителей, но и соперников. Что могут сделать на утесе 4 Комета, 1390, Чафи и Т1? Ответ ищите в записи матча, он вас наверняка удивит. Игрок Сталкер вновь дал знать о себе. Не успел утихнуть конфликт с его старой командой, как он решил испытать уже новый состав под вывеской ГГВП в Европейской лиге. Но все оказалось не так просто. Судьи приняли решение лишить команду места в высшем дивизионе. Официальных комментариев на этот счет пока не поступало. Слот разыграли между подопечными Сталкера и другими командами. ГГВП остановились в шаге от финала. Что ж, похоже, Артема мы увидим на профессиональной сцене не раньше следующего сезона. Пожелаем ему удачи! На глобальной карте развернулась нешуточная борьба за американский средний танк Т-23Е3. Многие игроки Gold Series не остались в стороне и приняли активное участие в мировой войне в составе клана Rising Star, который занял в общем зачете первое место. Посмотреть на то, как киберспортсмены сражаются в боях 15 на 15, можно на канале Левши. Игрок регулярно выкладывает записи боев своей команды. Кстати, впереди вас ждет очередной мастер-класс с его участием. Дима расскажет о тонкостях игры на американском тяжелом танке 8 уровня Т-32. Смотрите, ставьте лайки и обязательно подписывайтесь на наш канал. А еще не забывайте про майские акции. Бонусы к серебру в будние дни и удвоенный опыт по выходным. Торопитесь, времени осталось совсем немного. А у меня на этом все. С вами была Ольга Сергеевна. Пока-пока. Всем привет, с вами Левша. В этом выпуске мы разберем с вами американский тяжелый танк Т-32 и поговорим о его применении в формате 7.42. Чаще всего в турнирах команды используют этот танк на картах, где имеется рельеф. В тех же командных боях карт с рельефом предостаточно, и Т-32 можно эффективно использовать на этих картах. Оно и понятно. Имея великолепные углы вертикальной наводки, 10 градусов вниз и 20 градусов вверх, можно неплохо стрелять, используя рельеф. Если сравнить с тем же ИС-3, то у советского тяжа орудие опускается всего на 5 градусов, и на нем не совсем удобно стрелять из-за рельефа, а это чревато потерей очков прочности. Другое дело со склонением орудия в 10 градусов, как у Т-32. Можно эффективно играть от башни, при этом корпус останется в целости. Кстати, о башне американца. Ее бронирование радует. Лоб 298 мм, бока башни 197, задняя часть 152 мм. С такими параметрами можно особо не переживать, что вас пробьют в лоб башни. А вот на что стоит обратить внимание водителям танка Т-32, так это на командирский люк в башне.
При перестрелке на дальних расстояниях его вам вряд ли пробьют. Скорее всего, это будет рикошет, так как попасть в него крайне тяжело. Другое дело на ближних дистанциях. Командирскую башню вам могут шить с уроном намного чаще, так что постарайтесь ее не подставлять. Кроме этого, при выборе Т-32 учитывайте, что корпус танка слабо бронирован, лоб 127 мм, борта 76 мм, корма 51 мм. При таком бронировании корпуса не стоит рассчитывать на то, что враг вас не пробьет, разве что уповать на рикошет при выезде небольшим углом, но лучше не использовать такую затею. Мобильность у танка тоже не самая лучшая, но в целом ее хватает. Если же вы хотите чуть-чуть добавить вашему американцу прыти, смело ставьте 105-октановый бензин. Разница сразу бросается в глаза. Помимо этого, 105-октановый бензин увеличивает скорость поворота башни на 10%. Что касаемо обзора, то 400 метров для тяжелого танка 8 уровня более чем предостаточно. Используя свою непробиваемую башню, можно пробовать подсвечивать вражеские танки из-за рельефа самому. А теперь перейдем, пожалуй, к самому интересному, к орудию. Точнее, к дилемме, с каким орудием играть на Т-32, со 105 мм или с 90 мм стволом. Чаще всего игроки предпочитают более универсальную пушку в 105 мм. У нее средний урон в 320 единиц. Среднее бронепробитие подкалиберным снарядом 245. А вот точность не самая лучшая у этого орудия. Разброс на 100 метров 0,41, и на дальних расстояниях не всегда будет получаться попадать точно в цель. Зарядка со снаряженной колы с перком боевое братство плюс вентилятор и досылатель равно 8,39. Преимущество именно этой пушки – это разовый урон. Альфа порой решает. У 90 мм пушки средний урон всего 240 единиц. Преимущество этого ствола – быстрая перезарядка. С той же заряженной колы с перком боевое братство плюс вентилятор и досылатель время зарядки ровно 6,01 секунды. Без колы 6,27 секунды. Точность у 90 мм пушки выше. Это значит, что дальний обстрел вести куда проще. Более того, с более быстрой перезарядкой можно эффективно держать танки на гусле. Это еще один существенный плюс 90 мм ствола. ДПМ у этих пушек практически одинаковый, и оба этих орудия могут выдавать чуть более 2000 среднего урона за минуту. В общем, какое ставить орудие решать только вам. Могу сказать, что обе эти пушки можно удачно реализовать. На сегодня все. В следующем выпуске я расскажу, где прячется экипаж на Т-32 и как у него расположены модули. Играйте в танки, всем пока! Вот оно что. Надо повеселее, я думаю. Просто Эрик заболел, и я сразу в грустняшку. Эрик заболел. Я стараюсь. Я очень стараюсь стоять поспокойнее. Давай еще раз. И не хрустеть яблоками. Похоже, Артема мы увидим на просцене не раньше следующего сезона. Пожелаем ему удачи. Артем, не расстраивайся.